Здравствуйте, многоуважаемые Дирс! Вот и отгремели прекрасные звуки джазового 20-го по счету юбилейного фестиваля в Японии, или как по-другому еще называют эту страну, страной восходящего солнца, страной цветущей сакуры. Tokyo Jazz's 20th. Все мы находимся под необыкновенным, невероятным впечатлением этого мирового празднества джаза. Я не случайно сказала «мирового», потому что были представлены музыкальные номера не только самих японских исполнителей, виртуозов джаза, но и достижений всей музыкальной культуры мира. Ведь гостями этого фестиваля были представители разных стран. У меня возникло такое ощущение, что джаз в крови у японцев. Такой музыкальный народ, такая экспрессия. Спасибо гостеприимной и лучезарной Японии за яркие эмоции и ощущения, которые мы испытывали во время этого мероприятия, а также за то, что дала нам возможность немного побывать в мире спокойствия, праздника и счастья. Коронавирусная ситуация ввела нас всех в негативное эмоциональное состояние, со множеством вопросов. А что дальше? Сможем ли мы вернуться к нормальной жизни? И много-много других вопросов, которые не дают нам покоя, не дают нам расправить крылья и жить так, как это было до пандемии. И в этом плане хотелось бы выразить слова благодарности от всех нас, жителей Земли, за то, что провели такой незабываемый фестиваль, который, как мы, так и многие сейчас отмечают, имеет наивысшую оценку эталона. Эталон в организации мероприятия, проведения, насыщенности программы, демонстрации как традиционной, так и современной японской музыкальной культуры, безмерного радушия. И самое главное, на фестивале мы смогли насладиться выступлением наших любимых, высокопрофессиональных, востребованных певцов, музыкантов, артистов, в том числе и непревзойденного, талантливого, многогранного Димаша Кудайбергена, певца из Казахстана, имеющего большую перспективу стать певцом мирового значения со множеством наград, в том числе и Грэмми, и не единожды. С первой минуты фестиваля танцоры в стиле контемпорари под джазовую музыку как бы вели нас по улицам Токио, а потом и по коридорам и лестницам знаменитого престижного джазового клуба Blue Note Tokyo. Мы не могли оторвать глаз от сочетания красивых, современных танцев и звучащей джазовой музыки. Затем появились ведущие этого фестиваля и стали представлять один за другим все концертные номера. И, конечно, Дирс всей планеты ожидали выступления своего любимого артиста, певца Димаша Кудайбергена. Так как Димаш был приглашенным гостем, он выступал практически в конце этого фестиваля. Чувствовалось напряжение среди Дирс в ожидании своего любимого певца. Переписка в комментариях под видео фестиваля на основном канале Джаз Токио Фестиваль была как поток вопросов и ответов. Практически через каждый комментарий звучал вопрос: «Когда будет выступление Димаша?» А затем уже после выступления слова восхищения и радости. Дирс всей планеты, как я уже сказала, в это время находились у экранов своих гаджетов, в том числе и американские Дирс. За окном в городе Сан-Франциско было далеко за полночь, но несмотря на это Дирс сидели в ожидании выступления кумира миллиардов Димаша Кудайбергена. В 4 утра музыка Димаша ворвалась из экранов ноутбуков, телефонов, в дома, и некоторые Дирс, приглушив звук своих компьютеров, внимали звуки великолепной песни «Иканэйдэ» «Не уходи». В силу того, что дома в Америке имеют небольшую толщину стен и высокую слышимость, Дирс пришлось слушать Димаша с приглушенным звуком, потому что все мы знаем, как Димаш может петь, резко переходя из одной октавы в другую, то порывисто, как ветер, брать самые высокие ноты, то утихать, как морской бриз, нашептывая слова песен тихо и плавно.
Одна из красивейших песен Autumn Strong, которая впервые прозвучала на конкурсе I'm Singer в исполнении Димаша, не покидает ни репертуар певца, ни души и сердца его слушателей. На джазовом фестивале в Японии 28 ноября 2021 года Димаш представил эту же песню, только теперь на японском языке. Уже многие отметили красоту японского языка. Эта песня заиграла новыми гранями. К тому же и слова песни были немного изменены. Димаш всегда исполняет это музыкальное произведение очень чувственно. Умело доносит до нас трагическую историю этой душевной песни. И мы все удивляемся, откуда в голосе молодого человека, не познавшего в жизни горя и испытаний, столько такой проникновенности, которая не оставляет никого равнодушным. Песня в своем сюжете имеет реальную историю знаменитой китайской актрисы, японки по национальности Йоширо Ямагучи, которая скрывала свое японское происхождение и имя. Она была любимицей китайской публики, пока не открылось ее настоящее имя после войны. Произошло огромное разоблачение, и все те, кто не чаял в ней души, оскорбляя и порицая, отвернулись от нее. Йоширо Ямагучи депортировали в Японию, запретив въезд в Китай. Что стало трагедией для нее, она больше никогда не видела Китая. Вкус вина вмиг напишет мне рассказ. Сколько чувств пылало в нас, боль разлук дарила осень щедро нам, и касалась ты рукой души. Пусть память хранит слова те в тиши. Эта песня заставила сопереживать и плакать ни одного поколения людей. Песню «Иканаиде» Димаш спел так, что мы почувствовали глубокую печаль, неутихающую боль, крик раненой души, вызывая слезы у зрителей. Вот что значит петь песню на языке автора и композитора песни, на языке оригинала этой песни. И даже японские высокопрофессиональные операторы, снимая концертный номер Димаша, как будто задавая вопрос Франциско Замора, как это он делает, с близкого расстояния направили свои камеры и запечатлели для нас, для всех поющего Димаша. Это будет хорошим материалом не только для нас, для любителей музыки и таланта Димаша Кудайбергена, но и ученых, которые, как и Франциско Замора, будет не раз просматривать это видео с вопросом: а как работает шея Димаша? Что он делает, чтобы извлекать такие великолепные звуки? Я вам напомню, кто такой Франциско Замора. Он музыкальный эксперт, португальский продюсер, который уже несколько лет тщетно пытается подобрать ключ, раскрыть тайну исключительного пения Димаша. И кажется, приглашая других профессиональных экспертов, разбирая все по полочкам, им удается это сделать. Как он сказал в одной из своих передач, он полагает, что весь секрет в шее Димаша, потому что именно шея Димаша извлекает звуки, подобные музыкальным инструментам. Dios le ha regalado aquí a esta persona. Ok, dale. La canción se llama SOS. SOS como un llamado de urgencia. Correctamente. Вспоминается, как Димаш исполнил впервые песню «Autumn Strong». На подготовку песен на конкурсе «Singer» дается всего лишь неделя. Каждую субботу артисты должны были представить на суд зрителей и экспертов новую песню. Димаш был единственным иностранцем, не владеющим китайским языком и самым молодым из участников. Ему на тот момент всего было 22 года. Уровень и масштабы таланта и мастерства Димаша Кудайбергена и его трудоспособность нас всех поразили. За этот небольшой промежуток времени подготовить песню и исполнить ее так, что все мы затем долго прокручивали в голове эту песню, напевая ее и возвращаясь снова и снова к видео, представленным на Сингере 2017 с музыкальной композицией Димаша и имеющей миллионы просмотров в YouTube, это говорит о силе его таланта, одаренности и большой работоспособности. Безусловно, джазовый фестиваль в Японии останется в истории мировой джазовой музыки как торжество, как праздник, как эталон высокой мировой музыкальной культуры.
Этот джазовый фестиваль останется в истории творчества Димаша Кудайбергена, так как здесь впервые Димаш исполнил песню на японском языке. Этот джазовый фестиваль останется навсегда в наших сердцах, потому что сейчас мы понимаем, что проникновенное исполнение этой музыкальной композиции выдвинуло Димаша еще на более высокий уровень, как фаворита не только всего азиатского континента, всего мира, но и как фаворита наших душ, наших эмоций, наших чувств. Друзья, на другом своем канале мы провели беседу со Светланой Портновой, супругой Михаила Портнова, который имеет успешный бизнес в Силиконовой долине, Портнов Computer School, по подготовке тестировщиков программного обеспечения. У них на канале около 300 тысяч подписчиков. Они помогают тысячам мигрантов переквалифицироваться в тестировщиков и найти хорошую работу в технологиях, тем самым изменить отношение к себе, к людям, вернуть самоуважение и реализовать все свои возможности в жизни. Посмотрите, пожалуйста, наше интервью. Ссылку мы оставим в описании под нашим видео. Не словами, а что-то реально взять и сделать, поменять свою жизнь. А вот образовательный уровень, он сейчас совершенно иной, чем те мигранты, которые были в 90-х годах. Все-таки... Ну, разные. Дело в том, что мы приезжали, это была иммиграция семейная. Тогда разрешалось выезжать семьями. Мы приехали как рефьюджи. До свидания, друзья. До новых встреч. Сайонара. Саоболнуздар. Не могут жить в разлуке. Спасибо огромное. Спасибо большое. Маэстро. Аплодисменты маэстро! Спасибо большое. Спасибо огромное. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I love you.